Следующее движение будет чулок. То есть движение довольно будет глубокое, потому что ты работаешь уже больше на уровень как кости. Ну, не прямо на самый уровень надкостницы. То есть движение у тебя само сильное. Ты тянешь ткани наверх. То есть ты, соответственно, расслабляешь место крепления платизмы и место крепления жевательных мышц. То есть ты тянешь у нас все это наверх. То есть ты обхватываешь лицо, можешь вот так обхватить, потянуть все наверх, можешь вот так обхватить, то есть захватываешь полностью всю челюсть, тянем все ткани наверх. То есть мы расслабляем и платизму, и жевательную мышцу, и мышцы, опускающие уголки губ, и еще подбородочную мышцу в том числе. Плюс еще мы захватываем здесь подъязычную мышцу, она у нас вот здесь такая маленькая, коротенькая. Потому что когда она у нас находится в гипотонусе, у многих людей появляется такой, как индюшинный такой, как горб вниз. Да, вот вниз. То есть это называется гипотонус вот этой самой подъязычной мышцы. Но здесь вот еще находится кость. тут еще жирка тоже. Да. То есть вот этим движением ты дополнительно расслабляешь вот эти мышцы, которые вот я тебе и называл. Чаще всего после вот этого движения люди ощущают расслабление и такое, как очень сильное натяжение ткани. То есть появляется такой эффект лифтинга. То есть мы, грубо говоря, проглаживаем ткани. Ну, таким образом. То есть как раз по всей поверхности. После того, как мы проработали нижнюю часть, мы переходим на верхнюю часть. Здесь у нас хорошо расслабляется височная мышца и жевательная мышца вместе. Плюс заодно расслабляется уголок мышцы, открывающей глаз. Вот. То есть здесь мы можем вот так. Работаем. Ну, то есть движение само довольно сильное. То есть не на поверхности, как кожа-кожа, да, то есть уже больше, чем мышцы. И, соответственно, переходишь на лоб. Разглаживаешь лоб. Таким образом. Ну, вот это движение мы будем формировать угол нашей челюсти. То есть ты, получается, ставишь руки между подбородком и губой, вот в эту ямочку, а второй палец, точнее третий палец ты ставишь на подъязычную мышцу вот здесь. Получается, ты захватываешь вот такое, как буковка В. И просто тянешь по всей поверхности угла челюсти и поднимаешься наверх. То есть ты тем самым рисуешь саму вот эту линию. Видишь, то есть пальцы в себя уходят. Вот. Получается у нас такой красивый угол. То, зачем гоняются многие женщины. Вот. Дополнительно мы еще расслабляем здесь грудино-ключично-сосцевидную мышцу. Вот, кусочек ее. Вот, мы сформировали. То же самое мы делаем с другой стороны. То есть вот у нас получается, видишь? Как раз. Вот он, угол у нас получается. И снова мы повторяем где-то 3-5 раз это само движение. Ты можешь чередовать это движение все в одной связке. То есть ты сделала как чулок, поднялась наверх. И в этой же связке ты формируешь угол нижней челюсти. Вот таким образом. Для лучшего эффекта ты можешь поднялась там, допустим, раз, два, три сделала, делаешь эту связку и немножко задержалась. Буквально там, может быть, 3-5 секунд. Как бы удерживая ткани вот в таком положении. Вот, поднялась наверх и пошла по лбу. То есть расслабляем лоб. Следующее у нас движение. Мы будем разглаживать наши мышцы очень глубоким методом, именно костяшкой вот этого пальца. Да, движение может быть для многих неприятно, и оно чаще всего делается именно на лбу. То есть на поверхности лба. Чуть-чуть вот так сделал. То есть, можешь зайти немножко и на височную мышцу, чтобы ее дополнительно расслабить.
движение очень сильное, да? Как ты чувствуешь? Мне комфортно. Мне комфортно. Комфортно. Чувствуется сила. То есть движение очень такое сильное само по себе. То есть ты берешь от начала вот линии брови, то есть ставишь палец, чтобы тебе было понятно именно границу, откуда начинать. То есть поднимаешься, вот, ставишь палец на бровь. Стоя. Нет? Можешь стоя, как тебе вот комфортно, да. И, соответственно, поставила, грубо говоря, палец на бровь и поднимаешься наверх. Вот. Вот, то есть ты чередуешь вот эти два пальца. И выходим на мышцы гордецов. Здесь можешь спокойно делать много раз, чтобы расслабить именно глобулярный комплекс. Вот этот вот. Здесь ты можешь даже подушечками пальцев разводить в сторону брови и подержать там 2-3 секунды. То есть взвела, задержалась. Потом мы здесь еще проглаживаем вот как пальцами. Таким образом. Еще очень классное движение — это по линии бровей, то есть по надбровным дугам. То есть мы ставим палец здесь, вот, где-то между переносицей и бровной дугой. Поставили его, ну, аккуратно, чтобы не залезть в слезный канал. То есть просто здесь мы просто ставим, просто двигаем. И уже непосредственно, когда мы выходим на надбровную дугу, это, ну, вот здесь вот, ты ее можешь под пальцем почувствовать, как раз, где появляется больше как сама мышца. То есть здесь у нас как раз идет мышца, сморщивающая брови. То есть вот ты поставил сюда, сначала мягко. Как только чувствуешь здесь уже мышцу, делаешь посильнее нажим. Все. И расслабляешь бровь. То есть ставишь пальчик, ведешь, доходишь до ощущения, когда у тебя как будто мягкое что-то под пальцем, и усиливаешь движение. Там 3-5 раз можно спокойно сделать. То есть многие там будут кричать клиенты: вы мне растянете кожу век. Нет, здесь ты ее не растянешь при всем желании. То есть то же самое ты сделаешь и с другой стороны. То есть ставишь палец непосредственно вот в эту как ямочку, углубление, как тебе будет удобнее. Ведем. И когда мы чувствуем уже бровь, мышцу здесь, мы усиливаем воздействие. И проводим до конца вот таким образом. Поставили. Слабили. Достаточно до 5 раз это все сделать. Вот. И сделаем еще вот лифтинг вот этими движениями, как елочки, можно сказать, у него. Опять у нее, смотри, как. Вижу, да. Это, скорее всего, потому что у меня крем был внизу с кислотами, может быть. Может, у тебя кстати, внизу с ну, кислотами, да? может, даже- А как ты ставишь кислотами на... ну, видимо, просто Утром? именно среагировала. Да, Почему? да, потому что могу. Солнце такое, какие ты используешь? Боже, Юра, где я на солнце бываю? Пошла и пришла. Ну, соответственно, лоб любит, чтобы его гладили. Все гонятся за гладким лбом. Затем мы работаем непосредственно с областью носа, потому что здесь у нас тоже формируются морщинки. Сделай как ежики шипят, знаешь. Иногда у некоторых людей здесь появляются как кроличьи такие. Ну, вот у нее вот она, видишь, здесь залом. Ну, вот это морщинки. То есть мы здесь как можем проработать. То есть гладим саму спинку носа. Да. Потом поднимаемся непосредственно, где крылья носа, и прорабатываем вот таким движением наверх. То есть у нас все движения идут наверх. Гладим спинку. Даже, кстати, при помощи массажа можно и нос формировать. Да. Уходим наверх. Ты можешь либо вот этими пальцами глобулярный комплекс прорабатывать, либо вот этими пальцами. То есть тут оно особо роли не играет. То есть вот учитывая вену, как бы я на нее сильно стараюсь не заходить.
Вот. Проработала Вены мы не трогаем, да? лучше их обойти. Чтобы перестараться, чтобы не перестараться, лучше их обойти. На всякий случай. Вот. Здесь мы разобрались. Ну, это мы с собой разбирали Да. движение, формируем скулу. Вот. Затем следующее у нас движение будет, мы будем здесь морщинки будем таким образом. То есть мы, получается, будем растирать между двумя пальцами вот здесь. То есть движение довольно само по себе интенсивно. То есть мы делаем его очень быстро. Я тебе просто показываю. Да, потом. Чаще всего после таких движений морщины могут уйти. То есть затем мы просто ставим два пальца вместе параллельно. И вот таким движением мы проходим по самой лобной мышце. То есть дополнительно мы ее расслабим. То есть здесь ты можешь либо быстро, либо медленно, как тебе уже самой нравится. Но чаще всего, если ты делаешь это медленно, клиенты чувствуют больше приятно, нежели чем быстро. И более интенсивно, мне кажется, нет? Но это дело интенсивно тебе. Мгм. Ну, многие после клиента Да. чувствуют некомфортно. То есть поэтому, если ты боишься за клиентов, переживаешь за них, ты можешь просто делать такие медленные, но уже глубокие ощущения. Вот, я обычно делаю быстро. Вот. Ну, разнятся. Разнятся Вот, очень. то есть, что соответственно, понимаешь, быстрое. какая реакция, да. Мгм. Вот. Потом следующее движение тоже мы протираем. То есть здесь мы в этом случае как раз таки работаем с мышцей. То есть не с кожей, а именно с мышцей. То есть мы глубоко ставим пальцы уже на лобную мышцу. И непосредственно вот таким движением мы проходим. То есть мы не отрываем пальцы от кости. Какие ощущения? Классно, жарко. Мгм. Ну, конечно, все просто здесь все растерли. Вот. Ну, такое чувствуется хорошее. такое. Горит? Прошло у тебя Хороший. все, видно точно кислоты какие-то у тебя там были. Не, ну у меня крема на Тинуэля. Утро и вечер, хоть он и с кислотами, но он и утро, и вечер. Тогда. Все с тобой понятно. Затем мы прорабатываем губы. То, зачем гоняются все девушки мира. Немножко тут помажем их. Если Кто-то просто идет и колет гиалуроновую Да, кислоту. у меня Зачем просто гоняться? у меня есть любимая шутка такая, очень такая нехорошая, 18+, когда тоже губы иногда помазываешь, чтобы они не трескались. Она спрашивает, зачем ты мне губы смазываешь? А я говорю, чтоб скользила. Вот, то есть, ну, А ты мне так не делал. потому Чё что, это? потому что у тебя филлеры в губах. И теперь у меня филлеры, а у меня до этого не было филлеров. Что за дискриминация? Значит, тебе не Отмазка надо не было работала. филлеры. Вот, соответственно, мы прорабатываем мышцу губ. Надо спросить филлеры. С филлерами можно это? Ну, у нее нету их. А если есть, тогда не делаем? Да ты их видишь сразу, если есть. Вот, то есть смотри, мы... Мне не видно. Как не видно? Не видно. Вот этот свисток длины не видно? Значит, и это, значит. Вот, смотри, здесь у нас всплетение мышц, опускающие уголок губ, мышцы улыбки, они сплетаются здесь все в один такой как конгломерат. И появляется такой как пучок. Вот, мы его просто можем проработать либо с внутренней стороны, одеваем перчатку для безопасности нашей, своей, вдруг клиент укусит, вдруг у него бешенство, ну, мало ли. Вот. И либо просто массажем мы чуть-чуть его как выпираем. Ну, ты его, у тебя сразу выпьется. Вот, видишь? Сильно не нажимаем, он, хоп, вылетел. И просто аккуратно мы его прорабатываем. Вот таким образом. Сейчас, по-моему, у всех филлеры, поэтому это вообще... Берешь гиалуроновую и выводишь. Скажи, я хочу массаж вам делать губы. Давайте сначала выведем ваши губы, филлеры выведем. Вот. Ну, кстати, для дополнительной твоей подстраховки ты можешь спросить у клиента, есть ли повышенное слюноотделение.
Ну, потому что если у него будет очень много течь слюны, тебе будет некомфортно работать. Ну, то есть как гиперсаливация называется. Ну, чаще всего таких людей очень мало. Вот. Ну, соответственно, ты здесь можно плавно работать, не спеша. То есть мы расслабляем мышцу вот эту. Раз. Вот. Расслабляем ее. Потом мы расслабим. Ее, конечно, хорошо прорабатывать без крема, без масла, чтобы у тебя было хорошее сцепление. Вот. Потом мы одно из движений мы будем их как растягивать в стороны. Чуть-чуть. Буквально, то есть ты взяла, чуть потянула в сторону. То есть взяла, чуть-чуть подтянула их в сторону. Буквально там чуть-чуть. То есть расслабила мышцу круговую рта. Вот. Вот, расслабила. Не больно? Ну, в принципе, достаточно 2-3 повторения. Ну, стороны здесь вот, то есть мы берем за уголки губ, их в сторону растягиваем. Вот таким образом. Раз. Слабили. Вот, потом мы, получается, если с тестом когда-то работала, блин, комично сейчас прозвучит, лепим вареник. Ну, когда много с варениками, сейчас уже. Так. Вот, то есть, получается, ты захватываешь мышцу и просто как будто лепишь тесто. То есть ты ее немножко вытягиваешь, то есть снимаешь спазм здесь, потому что бывает, когда укорачивается здесь мышца, губа заворачивается вовнутрь. То есть происходит гипертонус вот этой мышцы. Чаще всего у пожилых людей избыточный гипертонус, ну, соответственно, еще у них плюс попадает поддержка зубного ряда, Да, то есть да, когда да. зубов нет, губы сами уже туда выпадают вовнутрь. Но бывает так, что гипертонус мышцы настолько сильный, что губа подворачивается вовнутрь. Вот. Ну, соответственно, ты как будто их просто хочешь вытянуть в сторону, точнее вперед. Ну, ты подходишь и их и вытягиваешь. То есть подхватываешь снизу, смотри, то есть ты подхватила снизу и вытягиваешь вперед. Как будто тебе хочется прямо их вытянуть, сделать свисток. Хочешь слепить вареник. Хочу вареники. Вот, и, соответственно, ты подтягиваешь снизу вперед. То есть взяла снизу и подтягиваешь наверх. И вот этим самым движением ты расслабляешь круговую мышцу рта. Вот. Здесь хорошо сочетать эту технику с букальной. Очень даже сочетаться классно. То есть если особенно у человека ярко выраженные носогубные складки, да, ты ее прям хорошо можешь прорабатывать этой техникой. Опять же, ты смотришь по самим показаниям. Вот. Ой, что-то засыпаю, боже мой. Извините, пожалуйста. Вот, здесь мы с тобой поработали. Какие ощущения? На рту? Ты знаешь, даже приятно. В роте? Во рту? Даже приятно.